Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Весь сегодняшний процесс будет на наборе от одного человека. Денис Волшебник, Санкт-Петербург. Да, тот самый Денис, который вот недавно могли смотреть на распаковке. Там очень много интересных вещей. Есть даже такие, которые можно со смелостью, с определенной вероятностью назвать самая дорогая бритва в СССР. Кто знает дороже, 20 рублей, ребята, 20 рублей. Назовите, пожалуйста. Потому что для меня 20 рублей СССР, это как бы серьезная сумма. Я как бы, хоть соплей был малолетний, но несколько раз так через маму батя намякивался, вот там фотографии хочу заняться. И был вознагражден. В 70-х, середине, по-моему, где-то там, 73-74 батя мне фотоаппарат подарил. Смена 8М. Ребята, на секундочку, за 15 рублей фотоаппарат. А тут бритва 20 рублей. Понимаете, о чем речь? Бутылка водки 3,62. Булка хлеба 16 копеек. Рожок белый 5 копеек. Эскимошка 11 копеек. Понимаете соотношение цен? 20 рублей. Так что, брат, это при окладе 140-160 рублей в среднем таком, да? То есть вот человек в месяц получал 140-160 примерно. Так что 20 рублей это серьезно. Я вам уже половину всего рассказал, остальное вы идите на крупный план, досматривайте, дотрогивайте, дощупайте, и догоняйте. А я начинаю. Предметы сегодняшнего обзора, и давайте обо всем по порядку. Но сперва у меня есть такое вот небольшое пытание до вас. Хлопцы, вы все наверняка помните вот эти вот футлярчики, это постельки для камней, которые прислал Дмитрич. Я их отмыл. Этот я смог вытащить, и посмотрите, во что это превратилось. Это та сторона, которая была снаружи. Вот такой вот она стала. А та сторона, которая была внутри, вот видно даже, что здесь вот так вот маленечко по клею оно держалось, она выглядит так. Цвет стал несколько явственнее. Я смог убрать всю жирноту и весь тот черный налет, который был на камне. Но, тем не менее, до истинного, настоящего цвета камня я дойти не смог, потому что все это было замочено. Естественно, прежде чем отмокнуть грязь, какая-то часть, толика ее, попала, конечно, вовнутрь самого камня. Это я смогу убрать лишь в том случае, если буду равнять камень на карбиде кремния, который я уже приготовил, скоро будут стекла, но пока выглядит вот так вот. Если у кого-то хотя бы вот по такому внешнему виду есть какие-то соображения, что это за камень, ребята, скажите, пожалуйста, потому что на вас вся надежа. Это такой. А вот этот камешек я не вытаскивал, вытаскивать не буду, потому что он мурован, и, скорее всего, равнять буду вместе с деревяшками. Вначале возьму аккуратненько здесь или подрежу, или стамесочкой подрублю, или ножовочкой аккуратненько пройду, чтобы чуть-чуть убрать этот камень, в смысле эту деревяшку. И тут дальше уже по обстоятельствам, потому что так-то камень вроде бы ровный, завал только на одну сторону идет, и здесь это очень хорошо видно. Но цвет, слава богу, уже какой-то появился. Вот предварительно это сланец из Германии. По той информации, которую я получил от Дмитрича, у дяди Фимы это лежало в его ящике. Ящик это был импровизированный, потому что это был такой короб деревянный из-под артиллерийских снарядов. И вот как они с Германии домой-то собирались, он в этот ящик много чего навалил. Среди них был и этот камешек. Но вот что там он в Германии, как он там в Германии, какой он там в Германии, вот тут уже хлопцы хз. Тут опять же вся надежа на вас. Так, это по камням. Еще один маленький информационный сброс. Ни для кого не секрет, я вам давно уже говорил, что мы собираем узлы в хороших компаниях и будем делать с них помазки. Совсем скоро запущу на обзор, не то чтобы на обзор, на испытания. Вот такие вот новые, среди которых здесь есть и барсуки, здесь есть и белая лошадка, здесь есть и вот такие вот барсучки скромненькие. Но у меня на него очень большие надежи, потому что это кратно отличается от тех скромных барсуков, которые я раньше пробовал, недорогие, знаете, да, пур-баджер и все такое, но этот подлец очень сильно отличается. Посмотрим. И то, что меня больше всего удивило, и у меня на это большие надежды, это помазок из козы.
Ну, прям, ребята, вот это очень интересно. Ну и, конечно же, скоро будем пробовать. Вот это у меня аж прям хочется. Я бы прям сейчас это запустил. Но на сегодняшний обзор помазок уже определен. А теперь по существу вопроса. Бритва юбилейная, ребята. Юбилейная, которая выпускалась начиная с 1067 года прошлого столетия в СССР. Ну и завершилась, наверное, где-то в 80-х, по-моему, или в 90-х, по-моему, в 80-х годах. Бритва сама по себе интересная. Считается одной из самых качественных, наверное, и, конечно, самой первой выпускавшейся регулированной бритвы в СССР. Но это кровь от плоти или плоть от крови, как сказать правильно. Это копия Gillette Slim, который в Америке выпускался начиная с 1961 года, по-моему. Более подробно об этой бритве, всем, кому интересно, я оставлю ссылку на канал нашего архивариуса в бритье, это Андрей Левченко. Вся история, которая вот известна на сегодняшний день, вот все, что можно было нарыть, он излагает в этом видео. А в этом видео я лишь перечислю те небольшие крохи, которые, собственно, я знал. Ну и опять же, благодаря Андрею тоже. Бритва чрезвычайно интересная, и интересна она по многим параметрам. Самое важное для нас, наверное, это то, что юбилейная считалась самой мягкой бритвой из всей той большой плеяды регулируемых, которые выпускались в нашей стране, ну, уже в бывшей нашей стране. Потому что она была самая первая, элементарно. Так как ее содрали напрямую, делали по ГОСТу какого там, ну, первый в 67-м, я не знаю, какой там ГОСТ был, а та, которая на обзоре у Андрея Левченко была 82-го года, она по ГОСТу 73-го была, поэтому какие ГОСТы были до начала 70-х, я не скажу. Но то, что делали их гораздо качественнее и надежнее, чем все остальные, но это уже как бы известный факт. Так вот, регулировка от 0 до 9, бритва бабочка, насечка классная, насечка хорошая, на попе затычки нет и на юбилейных их собственно и не было, они потом уже стали появляться. Регулировка возможна только при открытии шторок. Почему? Я уже говорил это не раз, но повторю еще раз, потому что вот здесь вот видите, вот она на единичке стоит, так, где на единичке? Вот она. На единичке стоит. Как только мы начинаем регулировать, у нас вверх поднимаются вот эти шпеньки. И вот сейчас, если до конца докрутим, это и будет. И если у вас все это будет в закрытом состоянии, то регулируя вот это кольцо, вы будете поднимать шпеньки, они будут упираться в крышку. И тем самым вы этот механизм можете, ну, испортить, грубо говоря. Вот сейчас на девятке, вот видите, какой зазор большой. А теперь давайте я ее открою и уберу на единицу. А теперь смотрите, он стал очень махонький. Вот так вот она и регулировалась. А если вы в этом положении сейчас начнете крутить туда на увеличение, а шторочки у вас закрыты, а шпеньки поднимаются, то будет кирдык ага. Ну и испортите свой механизм или покоцаете. Что еще можно сказать важного про эту бритву? Кроме того, что это копия жилета. Ну, наверное, то, что в бритье она чуточку сложнее. Потому что, ну, в смысле, как сложнее, по уходу. Потому что если обычную бритву взяли, сполоснули, да и все. Здесь как бы уже нужно какими-то мягкими такими материалами все это вымывать. Ну и плюс ко всему было бы неплохо, опять же, это со слов Андрея, если время от времени вот в это место, там, где механизм ходит, и вот сюда вы, ну, хотя бы раз в месяц, там, раз в 2 месяца капали бы жиденькое масло. Можно просто машинное. Пошли вам в киоск, купили, да и все. Оно как бы есть везде. Ну, вот, наверное, и все. Сейчас пока достаю лезвие, хочу вам сказать, что Gillette Slim мне никогда не заходил, он мне никогда не нравился. Ну, он для меня был чересчур агрессивный, но это ни о чем не говорит, потому что очень много людей, которым эти бритвы на самом деле нравились, и они души в них не чаяли. Так что вот, возможно, кому-то это пригодится. А лезвие у нас сегодня будет, ребята, как говорит сам Денис, самая дешманская, которую можно приобрести на просторах Амазона, eBay и же с ними. Ну, на Amazon на самом деле название. Под названием Вадик. Блять. Какой нахрен Вадик? После DY, ну, Видиют, идиот.
Всякая хрень на язык лезет. Супермак, короче. Вот так вот, наверное, даже будет проще. Но вот эта пометка делает все, потому что, насколько я понимаю, супермаксы еще и другие будут. На Amazon. На Amazon я бы вам не рекомендовал за ним ходить, потому что там барберская пачка из 10 штук будет стоить аж $10. А вот на eBay совсем другое дело. На eBay вы их можете взять, на eBay, господи, на eBay вы их можете взять где-то в пределах 7,5 баксов. То есть это, грубо говоря, где-то 560 рублей на наши деньги. Денис бреется ими регулярно. Он их характеризует как чуть более агрессивные, нежели рапира. Но они чрезвычайно нестойкие. На третье бритье ему не хватает практически никогда, на второе изредка, но зато первый раз он бреется ими вполне себе нормально. Вот сейчас у нас стоит на единице. Давайте, наверное, сразу же на девяточку поставлю. Вот так. И на этой девятке мы с вами и попробуем побриться. А вот теперь я хотел бы с вами вместе провести эксперимент. Вот смотрите. Обратите внимание, какой вылет и как изогнуто лезвие. А теперь, если мы уйдем на единицу, это можно, на уменьшение можно работать с закрытой крышкой, но я это делаю на свой страх и риск, вам я этого не рекомендую. А то запутаетесь и на увеличение начнете еще с закрытой крышкой. И чуть-чуть поджать. Смотрите, гап у нас чрезвычайно уменьшился. А изгиб лезвия. А теперь давайте еще раз проведем эксперимент. Уходим на девятку. Опа. Закрываем крышку. Гап у нас увеличился. А изгиб лезвия. Вот у меня есть почему-то предположение, что здесь идет регулировка не только за счет увеличения гапа, но еще и за счет кривизны лезвия. Вот почему-то мне вот так кажется. Кто думает точно так же, как и я, ребята, вот оставьте свое мнение. Потому что вот тут спорный такой момент. С одной стороны, дуга вроде одна и та же. Но с другой стороны, почему-то мне кажется, что все-таки она выгибается несколько по-иному. Вот. Ну вот так вот на девяточке, на этой красоте неземной, стоимостью аж 20 рублей. Мы с вами сегодня и будем бриться. Крем Старт. Это один из самых недорогих кремов, если не считать знахарь, но все-таки, наверное, я бы сказал, что это все-таки дешевле, потому что у знахаря объем меньше, хотя он и стоит не на так уж и много дешевле, потому что знахарь там, по-моему, где-то 35 рублей, а там вот такой тюбик, а Старт 45 рублей, посмотрите, какой тюбик. Крем старый, добрый, наш российский известный, фабрики Свобода. По своим личным ощущениям Денис пришел к тому, что покупать Старт все-таки для него лично не имеет смысла, потому что сколько ходит вот этот тюбик и сколько ходит у него банка прораза, и получается, что как бы прораза еще и не дешевле, чем Старт. Вот по одному и тому же расходу брать, если, то смысла какого-то он такого особого не видит. Но, тем не менее, у нас с вами этот крем на обзоре, и мы с вами им сегодня будем бриться. А поможет нам. А поможет вот такой великолепный помазок-кабанчик, который ему достался от дедушки, который с той самой нашей советской пластмассой, которую сейчас от рецепта уже потерян никто найти не может. Ну и качество, сами посудите, уже несколько иное, нежели вот сейчас вот, допустим, если брать те же самые китайские помазки, которые у нас лежат на полках. Не буду спорить, есть хороший Китай. Есть хорошие китайские помазки, в том числе и кабанчик, но то, что лежит на полках, я думаю, что к этому числу не относится. Это ширпотреб. А вот это, ребята, нифига не ширпотреб. И сегодня вот этим старинным помазком с Российской империи СССР мы с вами и будем бриться. А заполируемся еще одной красотой от фабрики Новой Зари, которая сделана вместе с Дракаром. Вот что значит Дракар и что значит Новая Заря, я еще не совсем понимаю. То ли Дракар при Новой Заре, то ли Новая Заря распространяет Дракар. Я вот не в курсе этой истории, но здесь я вижу оба. И Дракар, и Новая Заря, ну и все это называется цветочный. Есть еще другие композиции в этой компании, но сегодня у нас будет только вот эта алкогольная мечта почти каждого человека. Стоимость сколько там, 72 рубля, по-моему, да? Ой, объемом 85 миллилитров. Ну, цветочный. Ребята, цветочный, и этим все сказано. Лично для меня это и очень интересный запах, запах из прошлого, сейчас я таких не видел. Более подробно раскрыть букет нам удастся, наверное, только после того, как мы с вами полирнемся. Поэтому тянуть не будем, пошли бриться.
хорошо. Парни, при всем моем уважении, я стремлюсь найти баланс между качеством изображения, берем крем, и удобством. Дело в том, что когда у нас случился анал на канале, ну вы помните, да? У нас тогда изображение было зеркальное, как, впрочем, и сейчас. И там хором прозвучала такая мысль, что Викторович, давай прямое. Так, перед собой, не за спиной, перед собой, ставь камеру. Ну я, собственно, на это и пошел. Раз сделал, два сделал. Хлопцы, тяжело, не поверите. Потому что фотоаппарат это не телефон, и он у тебя вот так вот перед глазами болтается. И ты вот сейчас вот я его практически не замечаю, потому что сейчас вот тут вот фейс вот этот болтается в зеркале. Ну и плюс я с вами как-то вот так говорю. А так получается, что этот фотоаппарат загораживает все зеркало, я кроме него ну ничего не вижу. И это несколько сбивает с панталыку, это напряжно. И короче я как дурак весь видос сижу, узко сжал, там как-то, ну что-то не то, не камильфо. А вот когда за спиной так легче. Так что если вам обратное изображение все-таки не так уж сильно и претит, если вы можете это вынести, хлопцы, ну потерпите, потом привыкните. Я вам обещаю, аналов больше не показываю. Я все на крупном плане буду. Так, ну маленько тут, я сейчас даже не знаю, с какой стороны подойти. Ну, наверное, как обычно, сейчас помазок замочим, ну и сразу на лицо, да. Потому что, ну, с этим кремом, а как по-другому? Я вот сейчас его разгоню чуть-чуть. И это будет как предвариловка, не для бритья. Вот так вот. Так даже, наверное, было бы хорошо. Ну и по-хорошему сейчас на него еще раз накинуть компрессик один. Да, маленько сейчас покушает. Ну и все, и все. Пока воспользуюсь минуткой и хочу сказать, что хоть еще и рано, предварительно, но тем не менее, я хочу в январе взять академический отпуск. В каком плане? Бритье я, конечно, не прекращу, но весь январь я хочу посвятить опасному бритью. Это будет изучение камней, работа на камнях, работа с бритвами. Дмитрий прислал очень-очень много всяких видео по бритью. То есть там, где он учит, как держать бритву, как менять хват, как тренироваться, чтобы играть бритвой в руках, чтобы в нужную минуту бритва всегда принимала нужное положение. Ты не стоял вот так, особенно по первости, и репу чесал. А как это вот, как вот так вот, как вот, чтобы этого всего не было. А чтобы бритовка так легко летала. Потом бритье опаской. Я хочу этот месяц посвятить именно этому. Снимать видео в это время, ну, мои криворукие видео с бритье опаской вы уже видели. Думаю, новым ничем не удивлю. Если будет что-то интересное, как то, ну, допустим, там, работа с ремнем, работа с камнем, там, что-то еще такое, вот, ну, что-то такое, я не знаю. Ну, да, может быть, там пару видосов запишу, но основное я хочу просто посвятить себе и учебе. Вот именно этой учебе. А то там уже пацаны правильно выходят в комментариях, стебутся. Иванов, сколько времени уже прошло, а ты все опаской еще не умеешь бриться. По тебе, дружище, можно учебник по слоупоке писать. И по сути человек был прав. Так оно и есть. Сколько уже всего этого, я пытаюсь что-то сделать, пытался даже через раз, но всегда это приводило к одному и тому же, что нужно вот поэтому сделать, вот поэтому сделать. Посылка пришла, что-то еще пришло, надо это показать. И опаски каждый раз как-то отодвигались и уходили. Ну а тут, ну смотрите, лучше времени не придумать. Новый год, потом Рождество, потом Старый Новый год. Ну и как водится, у нас вся страна, ну, до 20 числа как минимум будет отдыхать. Ну и вы отдыхайте на здоровье. А я буду в это время делом заниматься, буду учиться. Я уже и с Дмитрием договорился, скайпами обменяемся, если что он там по скайпу подскажет. Я уже и Урмаса попытался как-то подтянуть. Там, если что, будем тоже такие какие-то вопросы решать. Что касается выхода тайги, ну да, она переходит на январь. Потому что у нас вот только-только вышел вот Володя первый день, понедельник, спрашиваю, ну что, ну как? Ну, человек полчаса работает, полчаса отдыхает. Ну, он сердечко очень сильно посадил, несмотря на то, что пацану 24 года. Вот этот гребаный ковид ему на сердце выстрел дал,
И вот сейчас вот так вот все это получается. Ну что, сами понимаете, то есть быстро не получится. Не тот случай. И тут даже дело не в том, что быстро качество не бывает. И быстро и качество это антонимы. Дело в том, что какое нафиг быстро, если человек еще от больнички не отошел. То есть ему надо здоровье беречь. Поэтому вот как будет, так и будет. А будет, скорее всего, в январе. Я, естественно, выйду, напишу видео, там все как надо, все хорошо, все расскажу. По Москве, да, успеем до Нового года выпустить, но с определенной долей вероятности, потому что они уже все готовы. Упаковка для них тоже есть, фотографии для сайта я уже сделал. А теперь хочу классный такой видос вам сделать, коротенько, коротенько, где вы будете просто смотреть и видеть то, что у нас будет на полке. Просто там на каждый помазок, допустим, 2-3 секунды, 3 узла. Там у нас что получается? Манжурец, потом получается эти силиконовые, гелевые наконечники, но еще один там повышенной набитости, такой урман-дурмашин. Ну и вот это вот все просто покажу. Ну а потом уже Новый год, наверное, будет. Так, все, заговорил я вас, еще один компресс и бреемся. Хорошо. Когда камера вот так стоит, гораздо комфортнее. Ну, для меня точно. Так что, ребята, ну, я вас очень прошу, привыкайте, привыкайте. Мне так просто спокойнее на душе. Ну, а по поводу того, что академический, там, на месяц, ну, вот так вот немного, так, ну, чуть-чуть. Не, ну, ребят, я не питаю иллюзий. За месяц не точить бритвы, не бриться профессионально я вряд ли, конечно, научусь. Но хотя бы подтяну аналы, не путать с аналом. Ну, сразу же, и что явственно, ощущается в этом помазке хорошая только ручка, пластик. Да, не скользит, несмотря на то, что у меня сейчас пальцы, вот смотрите, вот по самые эти помидоры в пене во всем. Несмотря на то, что здесь насечки-то никакой нет, а вот эта средняя, да, она играет и в хорошую сторону. Но узел мягкий, чрезвычайно мягкий. Я не против мягких узлов, я за. Но если узел мягкий, при этом плотно набитый, такой, знаешь, чтобы масса ощущалась, вот тогда тот самый золотой мешочек-то и получается. Кто-то скажет: Иванов, ну это кабан обыкновенный, ну что ты от него, какие мешочки, ты что, с голоду хихал, что? Нет, бывает еще, что, знаете, вот он мягкий, но при том у него набивка такая, что он тебе комфорт дает, а здесь она чуть-чуть жидковата, на мой взгляд. Но, тем не менее, я думаю, что это не помешает нам нормально все сделать. Ну, это имховое, это не значит, что помазок плохой, это вот просто вот я его так почувствовал. Но дабл из старта и пришеев, и плюс еще мы сантиметр взяли, смотрите, к чему привел. Запах хороший, хороший прям, ну, хороший запах. Так, ну давайте попробуем, что у нас все получится. Согреем бритовку. Ну и девятка, да? Да, девятка. Ну, спаси и сохрани. Так, как-то тут у нас. Пальчики. Так, это точно девятка, что-то как-то мягко идет. Да, фиг-то. Я склонен согласиться с Денисом, что лезвие интересное. Интересное. Оно примерно как РПЛ, но контраста больше, контрастности. Вот вы смотрите мыльную картинку, а потом подошли по телевизору, так бум, он встрепенулся, и сразу нормальная картинка стала показывать. Вот примерно такая разница. На ноготь лезвием наехал, интересно, затупил, не затупил.
Ой, как мне прям хорошо, хорошо. Я ничего не пойму. То ли прошли годы, и я уже стал воспринимать по-другому конструктив таких брит. Или, по-русски говоря, научился бриться такими бритвами. То ли это не полная копия жилета, который слим. Потому что я его сейчас чувствую, ощущаю чрезвычайно более комфортно, что ли, более комплементарно по отношению к себе, ну, к шкурке, нежели это у меня было со слимом. Слим я чувствовал более зубастым, более таким. А тут, смотрите, вроде по-человечески все пока. Ну да, Денис интересное замечание сделал, что если сравнивать, сколько уходит старта на бритье и сколько уходит того же прораза, то не факт, что старт такой же дешевый крем. Если его набрать на тот же самый объем, ну, допустим, вы израсходовали банку прораза, да, а за это время вы, допустим, израсходовали там 12 тюбиков этого старта. Ну вот считайте. Но это индивидуально. Это все индивидуально и нужно смотреть. Ну вот она, раскоряк, это все и показала. Он пустой внутри. Ну нет, не пустой. Там есть что-то внутри, но этого того, чего там есть внутри, могло бы быть больше. И вот как для меня его нужно было бы больше. Но с другой стороны, я думаю, что можно и не бутить, потому что помазок, сколько он там, если 2 рубля стоил, то это дорогой. Были подешевле в России помазки. А вот дороже 2 рублей, я фиг его знает. Так, ну давай против шерсти. Так, слушай, а что давай против шерсти? Опять девятка? Ну давайте хоть порегулируем маленечко. Так, открываем. И сейчас девятку, наверное, заменим. Я сегодня без верхней камеры, ребята, я так постараюсь. Вот поставим на 5. Сразу чувствуется. Еще в этой бритве есть одна особенность, которую я не замечал на жилет слиме. Здесь при регулировке агрессивности щелчки идут. Ну, а-ля фиксированная. Ага, подсох, воду любит. А на слиме, насколько мне память, если не изменяет, там было просто вращение. Просто вращаешь и все.
Ну, по проходу на девятки, по остаточным на лице, сколько там шерсти осталось. Сам для себя я уже, в принципе-то, пришел к выводу, как я воспринимаю этот станок. Я скажу, как он для меня называется. Это не факт, что он будет для всех остальных такой, но для меня вот он мягкий, даже на девятке. Почему? Это уже в заключительном слове. А сейчас, ну, компресс и автошейв. Хорошо. За тот месяц, за январь, что меня не будет на канале, ну, в смысле видео, кто-то от меня отдохнет, кто-то пересмотрит старые видео. Но зато через месяц, ребята, я вернусь обновленный. Такая паска, такая. Надеюсь. Ну, даже если и нет, то все равно буду уметь больше, нежели я умею сейчас. А что до анонса тайги, ребят, не сомневайтесь, как только нам будет что предложить, естественно, я выйду и так вот видос прямо запишу, скажу: ребят, вот тайга-то будет такого-то, такого-то, такого-то. Пожалуйста, все, кто хочет, пожалуйста, обращайтесь. Ну и по поводу всех остальных, которые там, если что-то будут намечаться, конечно, видео анонсирующие, которые будут говорить, что вот есть вот это. Да, это будет, от этого никуда ничего не денется. Итак, цветочный. Давайте посмотрим, что это за зверь и с чем его едят. Дырдочка самая обыкновенная, как на всех флаконах Дракара. Вся необходимая информация на баллоне, конечно же, присутствует, но главное для меня это то, что есть алкоголь и есть интересный запах. Здесь есть и то, и другое. Есть. Честно сказать, на состав я шибко-то и не смотрю. Причина проста. Я знаю, что это Eau de Cologne. Вот сейчас по сценарию одна так вот ресничка должна дергаться в конвульсиях, в экстазе, потому что хорошо. Но она не дергается, что-то чуть-чуть дернулась. Без поорать. Чуть-чуть вот здесь вот где-то что-то маленечко было. Запах интересный, но на самом деле цветочный. Не врут. Стопудово не врут. Но то, чего я боялся, не случилось. Я боялся, что будет все свалено в какую-то, знаете, такую цветочно-приторно-слащавую какую-то ноту, которая тебе там будет а-ля что-нибудь такое цветочное демонтировать, там все вот эти, где гладиолусы, нарциссы и вот эти вот иже с ними, будут забивать тебе полностью все рецепторы, и там не вдохнуть, не подышать, вообще ничего. А здесь получается какая-то интересная такая расфасовка. Безошибочно понятно по запаху, что это недорогой продукт. Но в то же самое время он дешман не спускается. Ну, честно сказать, от автошейва или одеколон, как это правильно назвать, я даже не знаю. За 70 рублей, ну, я ждал худшего, получил больше. Это интересно, это интересно. Нет никакого экстрима, нет никакой синтетики. Есть на самом деле, да, цветочный запах, но он миксовый. Какой-то определенный цветок тут выделить трудно. Даже если вы очень хорошо разбираетесь в цветах, ну, может быть, 1-2 знакомых аромата уловите, но не более. Это, скорее всего, вы просто зашли в этот магазинчик, где цветами торгуют. И там все вместе, ребята, с утра до вечера, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц пахнут. Все вот эти вот из ведерок. И вот этот вот аромат как складывается. О, точно, это запах цветочного магазина. Вот на это что-то похоже. Но все-таки сладенькое чуть-чуть здесь есть, но не чрезмерное. Хороший запах. И по уходу он тоже здесь хорошо. Так. Ребята, я не пойму. Я от всей души надеялся, сейчас даже глаз большой взял, увидеть здесь, что это лосьон после бритья. Но нет. Это Eau de Cologne. Ё-моё. С целым 61 оборотом алкоголя. Но почему
Мне кажется, что здесь маленько уходовых все равно есть. Шагренька, тоненькая шагренька на лице все же присутствует. Интересная штука. Ребята, все, кто любит цветочные ароматы, не вычурные, не навороченные, не пыльным мешком по голове прибитые, не какие-то высосанные из пальца и сделанные на, я не знаю, там, ну, на основе химии животворящей, а вот что-то более-менее, ну, к жизни, к реальности имеющее отношение, ребят, да еще и недорогое, возьмите, попробуйте. В конце концов, невелик труд 70 рублей отдать, не такие уж большие деньги, а за это можете получить что-то интересное. Интересная штука, интересная. Лично сам для себя оставлю его в загашнике. Ну и при случае, вот как Андрею Левченко буду что-нибудь отсылать, кто не знает, он на дракаре помешан. Хотите пацану приятно сделать, отошлите ему дракар, и там радости будет то гора. Ну вот я ему этот при случае одеколончик как-нибудь и зашлю. Штука хорошая. Так вот, вот если не играть на публику, а так вот как вот на сердце, как на душе, как я делаю обычно, то, ребята, я вот, наверное, вот так вот не буду делать, а скажу прямо. Из всего сегодняшнего обзора понравилось две вещи. Это одеколон, про него я уже сказал, возвращаться не буду, и лезвие. Ну вот как-то так. За что понравилось лезвие? Оно вот по совокупности всех своих ощущений, которые я привык чувствовать по приобретению лезвием, оно не так уж далеко ушло от РПЛ. Только РПЛ чуть более деликатно, РПЛ более чуть интеллигентно, что ли, вежливо. Ну так вот, знаете, вот как-то вот бархатисто приятней, ласковей, что ли. Вот так бы я сказал. А это чуть-чуть поострее, чуть-чуть позлее, в хорошем смысле слова, чуть-чуть поконтрастнее, вот чуть-чуть. Вот возьмите все свойства РПЛ, разделите их на 10, а потом вот от этого десятка 2 возьмите и добавьте. И вот то, что вот получится все вместе, 12, вот это вот, наверное, Супермакс все же и выйдет. А возможно даже 14, вот как-то вот так. И они мне понравились. Если верить Денису, а ему нет причин не доверять, они недолго живущие. Это лезвие однодневки. То есть пару раз побрился, все, отстой. Ну при такой стоимости, ну а что, можешь себе позволить. Ну а у кого-то, возможно, при мягкой щетине хватит и больше, у кого-то при жесткой хватит и меньше. Но лично для себя я их беру на заметку, это интересное лезвие для меня лично. По поводу помазка. Очень понравилась ручка и внешний вид, и вообще он весь из себя такой гарный хлопчик такой, прям вообще, огонь. Но блин, ну как начал работать, ну вот это излишняя мягкота. Вот знаете, вот что вот здесь, вот мне не хватило. Вот добавь сюда еще 10 волосин, ну утрирую, там 10 не отделаешься, там, ну, наверное, может быть 1002-3 волосинок еще добавить. Ну вот тогда, ну, 1,5, 2-3, я что-то маху дал, 1,5. Тут во всем помазке от силы может 5-7 тысяч этих волосинок, кажется, вот половину добавлять. Хотя, почему нет, и половины бы тоже хватило. Вот тогда бы я его любил еще больше. Но за помазка стоимостью 2 рубля, тут я даже не знаю. С одной стороны, это как бы по тем временам-то приличные деньги, можно было бы этого пожелать. А с другой стороны, что я о нем знаю? Этот помазок достался Денису от дедушки. Может быть, он и был таким во времена своей юной бурной молодости, а сейчас он просто маленько что-то подрастерял. Так что тут как-то вот не знаю. Но ручка бомбическая. Это просто огонь, это просто война и немцы, это просто Хиросима номер 12, это очень хорошо. Мне понравилось. Задумаюсь, может, и мы такие ручки будем делать, потому что тут есть чему. Тут есть что-то такое, что будет людям радость приносить. Вот. Раз мне принесло, значит есть какая-то вероятность, что найдется еще один такой же, кому тоже принесет. Так что вот это да, это интересно. Старт. У старта понравился запах, не понравилось то, что он просит воды. Чуть-чуть прощелкал, высох на лице. А все остальное, ну, обыкновенно, нормально. Ну, без, знаете, вот без ах-ах и без дно-дно. То есть вот такой средненький, устроен, но запах, да, запах интересный. Ну как интересный, веселенький, непоганый, уже хорошо. Веселенький летний запах такой хороший.
Ну и 45 рублей, ребята, ну будь он в 2 раза хуже, за 45 рублей, наверное, и на это можно было бы закрыть глаза. Но Денис мысль интересную отразил. Если кто-то сидит на креме, ребята, ну посчитайте, сколько вы израсходуете этих кремов, ну скажем так. Ну тут по мылу тоже не посчитаешь, зависит все от того, сколько человек бреется. Потому что вот возьми эту шайбу прораза, да, тут если человек каждый день вынужден, а то и два, ну ему на сколько там, 2-3 месяца и все, и банка кончилась. А если человек, как я, там 2 раза в неделю бреется или 3 раза в неделю, так он эту банку может и на 9 месяцев растянуть. И так что тут вот надо индивидуально все считать. Но мысль интересная, интересная. Бритва. Сегодня я скажу и хорошо, и плохо. Что плохо? Давайте, что плохо. Плохо то, что, несмотря на то, что этот станок лучший из всех жилетоподобно-слимовых, фэтбоевых, мне зашел, но вот от своей жилето-слимово-фэтбоевой натуры, сущности, он до конца все же не избавился. Вот это вот какая-то чуть-чуть злючкость в нем все равно осталась. Я это почувствовал, когда начал шоркать. А шоркать я начал уже потому, что я чувствую, что не выбривает, даже на 9. А когда вот началось вот это, я понял, ну давай, пошоркай, счастье будет, счастье. Вот хорошо вовремя остановился тут при минимальных этих дэмиджах, повреждениях. А так бы разнес. Что хорошего? Вот из всего, что я пробовал из серии жилет Slim, жилет Fatboy, вот наши регулируемые станки, это самый мягкий станок. И вот глядя вот на эту бритву, я могу с легкостью ее порекомендовать любому человеку, кто любит мягкие бритвы. Кому не надо часто бриться, кто не любит выбриваться в лоск, кто, ну, до бильярдной кости, кому надо не так уж часто бриться. Вот у кого мягкая щетина, ну всем тем, кто любит яркую, безупречную плеяду меркуров, начиная от 23-го и заканчивая 34-м. То есть вот всем тем людям вот эта бритва подошла бы чрезвычайно. Но всем тем, у кого усредненные такие статистические, которые не кидаются в крайности, которые, скажем так, если агрессивный, то не часто, если мягкий, но не подойдет, потому что не выбреет, а хочется слоновую кость все же получить. То есть вот этим людям подойдет вряд ли. Хотя сам по себе станок, конечно же, великолепен. Великолепен и прекрасен. Но вот как по бритвенным своим качествам, нет, пожалуй, нет. Я бы о таком не мечтал. У него большая комплементарность к человеку, нежели у всех остальных вот подобной такой конструкции. Но все-таки для меня и этого недостаточно. Я хотел бы большего. Ты меня развратил, ты заставил полюбить мне колбасу и сало. Хочу мороженое. Ребят, когда вы входите в тему и когда вы начинаете маленечко обвыкаться, привыкать, входить во вкус и понимаете, кто под землей морковку красит и кто тут рулит, вы начинаете искать для себя все более лучшее. Так и я. Я ничем от вас не отличаюсь. Но вот в эту сторону, лучшее для себя, я бы искать не стал. Для меня это, вот если здесь добавить чуть больше эффективности, при той же самой комплементарности, вот тогда мне было бы хорошо. Но вот не хватило. Я не случайно начал даже на самой 9, потому что в обзоре у Андрея Левченко, там у него речь шла о 3-й позиции. Я думаю, да как так? Ну вот как-то так. Еще раз хочу напомнить, самый большой архивариус, самый большой знаток исторических нюансов по бритвам в моих глазах был и остается Андрей Левченко. У него есть обзор на эту бритву. Всем, кому интересно посмотреть этот обзор, я оставлю ссылку в описании под видео. Сходите, посмотрите, не пожалеете. Ну, от меня там привет передавайте, там Лукасов понаставьте, там, ну, кто что может, тот и понаставит. Ну вот, пожалуй, что и все. На этом разрешите с вами попрощаться. Кто может себе позволить по-братски влепить Лукас или куда-нибудь видео это запузырить, типа там Инстаграм, там, я не знаю, куда там еще пузыри, там куда-нибудь в соцсети. Ребята, не отказывайтесь ни в чем. Гулять так гулять. Ну и добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Наступающим. До Нового года мы с вами еще увидимся. И поздравлю, и кошаков покажу, что-нибудь еще покажу. Вот
по Москве уже заикнулся. Увидимся. Все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Use your clothes, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.